Знаменитый свадебный марш написан Феликсом Мендельсоном в числе других музыкальных произведений, созданных им для пьесы «Сон в летнюю ночь» в 1842 году. Он является наиболее распространенным свадебным маршем в мире. Дом Мендельсонов всегда посещали знаменитые гости, поэтому выступления перед такими именитыми людьми, как философ Фридрих Гегель, композитор Карл Цельтер и даже Иоганн Вольфганг фон Гёте не были для юного Феликса волнительными. Его таланты отмечали не только родители, но и значимые исторические деятели. К слову, именно Цельтер потом давал Мендельсону уроки по теории музыки, а затем передал его в руки другим преподавателям – Людвигу Бергеру, у которого он изучал фортепиано, и Карлу Фенингу, у которого он учился игре на скрипке. А уже через год после занятий Феликс сделал пробы, написав сонаты для скрипки и фортепиано и ряд органных композиций. Музыкальную образность и жанр, в котором работал Мендельсон, можно в полной мере связать с романтизмом. Ему не свойственна порывистость Шумана или трагедийность Шопена, он шел своим особым путем, который можно разглядеть и в его свадебном марше. Изначально композитор не задумывал это произведение как музыкальное сопровождение к свадебной церемонии. По иронии судьбы, именно он должен был озвучить момент пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», где заколдованная королева выходит замуж за осла. Автор намеренно сделал этот отрывок помпезным, торжественным, даже гротескным. Он как бы намекал на всю нелепость сложившейся ситуации. Тем не менее, после премьеры мелодия так и не получила должной популярности и забылась на несколько лет. В качестве же свадебного марша, свадебного гимна, она впервые была использована во время венчания Дороти Керрью и Тома Дэниела в церкви Святого Петра в Тивертоне, Великобритания. Это произошло 2 июня 1847 года. Это была первая реальная свадьба, на которой прозвучал свадебный марш. Но опять-таки особой популярности в те годы он так и не получил. Настоящую же популярность марш обрел после того, как прозвучал на свадьбе британской принцессы Виктории Аделаиды и кронпринца прусского Фридриха Вильгельма. Это произошло 25 января 1858 года. После этого события данная музыкальная композиция и стала ассоциироваться со свадьбой. Во время Второй мировой войны марш был запрещен, так как Мендельсон по национальности был евреем. В Российской империи же до 20 века музыкальное сопровождение на свадьбах было запрещено. Жених и невеста венчались в церкви. В первое время марш Мендельсона служил для построения лейб-гвардии казачьего полка. Так, во время русско-турецкой войны 1877 года военные шагали именно под свадебный марш. К своему изначальному же применению свадебный марш вернулся лишь в 1959 году, когда открылись первые дворцы бракосочетания. В настоящее же время этот марш так и не утратил своей актуальности, оставаясь одним из самых популярных свадебных маршей в мире. Сейчас существует огромное разнообразие интерпретаций с использованием различных музыкальных инструментов. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!